Всем добрый день. Итак, дорогие девушки и женщины, когда вы выходите замуж или живете с мужчиной, вы должны проявить уважение и почтение к его родным, к его близким, к его родителям. Это нормально и это правильно. Тем более, если у вас хороший муж, не забывайте, кто воспитал этого хорошего мужа. Этого хорошего мужа воспитала его мать. Потому что в основном в воспитании ребенка основную роль играет мать. Отец, в принципе, он добытчик. Хотя, конечно, и воспитание отца немаловажно, его пример перед глазами. Но не всегда пример перед глазами ребенка может служить для него эталоном семейной жизни. Очень может быть, что ребенок, видя неправильное поведение отца по отношению к матери, сам построит совершенно иную жизнь и будет очень почитать и уважать женщин. Еще раз вам говорю, все зависит от воспитания материнского. Если мать вложила в мужчину уважение к женщинам, если она не защищает его и не поносит сноху, если она всегда на стороне своей невестки, невзирая даже на ее ошибки, понимая и мудро, наблюдая со стороны, она дает советы и помогает, значит, вам повезло. Значит, вы обрели вторую маму. И я всегда была против пренебрежительного отношения к свекрови. Потому как моя бабушка была свекровью моей матери. Я бы не сказала, что моя мать не совершала ошибок по молодости. Я видела это. Я видела ее неправильные поступки по отношению к своей бабушке. И я видела мудрое желание моей бабушки наставлять, объяснять. Но мы умнеем со временем. Хочу вам сказать, что во многом, наблюдая за вот этой маленькой драмой, как моя бабушка и мама, они не ругались, не кричали, нет. Но мама хотела делать по-своему, бабушка пыталась ее отговорить, объяснить. В молодости она упряма, и в итоге мама понимала, что она ошиблась. И зря она не послушала свою свекровь. И во многом сейчас, видя поведение своей матери, жизненные позиции, я вижу в ней мою бабушку, ее свекровь. Она на свою свекровь похожа больше, чем ее родные дочери. Почему? Потому что она жила с этой женщиной, она росла с этой женщиной. Вы со свекровью проводите больше лет, чем со своей родной матерью. Потому что если вы вышли замуж в 19, 18 лет, 20 лет, неважно, но всю оставшуюся жизнь, живете вы со свекровью или нет, вы с ней взаимодействуете. И получается, что вы со своей матерью столько лет не живете, сколько вы проводите время и свою жизнь со своей свекровью. И, естественно, во многом учитесь у нее. Пример в истории: две великие женщины, одна из них Елизавета Петровна и ее сноха, естественно, жена племянника, но в любом случае она заменяла ему мать, она была как в роли свекрови. Я хочу вам сказать, что хотя Екатерина осудила ее во многом, но во многом ее хвалила и очень восхищенно писала о ней, то есть она повела себя благородно. И все, что осуждала она в Елизавете, повторила просто точь-в-точь. И стиль одежды, и манеры, и переплюнула ее в любовниках. Более того, она осуждала ее за то, что после рождения ее сына Павла Елизавета Петровна забрала и воспитала, и много лет не давала видеться с ребенком. И она точно так же забрала у своей снохи новорожденного Александра и много лет не позволяла матери вмешиваться в воспитание ее сына. Она повторила поступки своей свекрови, даже те, которые осуждала. Это говорит о том, что когда мы критикуем свекровь,
нам следовало бы подумать, и мы тоже станем свекровью. Нам понравится, если наш сын полностью отдастся жене, ее родне и будет наплевательски относиться к нам? Конечно же, нет. Поэтому говорить о том, что во всем виновата злая свекровь, и забыть, пересмотреть себя, забыть себя где-то, скажем так, критиковать, это тоже неправильно. С такой позиции вы далеко не пойдете. И не забывайте, говорю еще раз, никогда не говорите при вашем мужчине что-то плохое о его матери. Как бы он ни говорил о своей матери, где-то, может быть, критические выражения, где-то даже в сердитом таком состоянии вот кинуть обвинение в адрес матери. В любом случае, вы никогда в присутствии своего мужа не говорите ничего плохого про его мать. Это мужчинам не нравится. Это он может что-то не то сказать своей матери. Это он может с ней поссориться, поспорить. Но это его мать. И если вы начнете вести такую глупую политику, он рано или поздно разочаруется. Всегда постарайтесь мирить сына с матерью. Это ваша роль. Вы сможете это сделать. Знаете выражение «ночная кукушка дневную перекукует». Если вы захотите, вы сможете помирить, и вы сможете заставить жить в мире сына с матерью. Бывает иногда непримиримые просто сын и мать. В моей семье моя бабушка всегда выступала таким миротворцем между моим дедом и его матерью. Моя прабабушка была очень строгая женщина, где-то жестокая. Один раз бабке моей было сколько лет, она уже сама была бабушка. И что-то там говорили, и моя бабушка как-то не удержалась и посмеялась. И моя прабабушка дала ей пощечину. И этой женщине уже в возрасте шлепнула. Что ты, говорит, рот свой открыла и тут смеешься? Мы все изумились, но она смолчала. То есть почтение, уважение к своей свекрови, невзирая ни на что. Она всегда говорила, неважно, как она ко мне относится, она очень любит своего сына, она очень любит своих внуков, и за это я ее уважаю. Это первое. Но есть свекрови, которые могут развести своих детей, всех, причем развести, привести к себе домой, и вот они будут сидеть у них рядом стареть. Они не дадут жизни ни с одной женщиной. Ни одна из жен ей не понравится, даже если он 40 раз будет женатый. Есть свекрови, которые могут делать очень коварные, очень грязные поступки. Вы знаете, то, что человек пожилой или там уже в возрасте, это еще не говорит о том, что она хорошая или плохая. То есть это не характеристика. Возраст ни о чем не говорит. Аферисты тоже стареют, подлые люди тоже стареют. Но это же не говорит о том, что если человек в возрасте, значит, она хорошая уже автоматически. Нет. Поэтому, если вы замечаете за своей свекровью такие поступки, и вам не хочется вступить с ней в конфликт, но хочется успокоить ее, может закрыть ее дороги в ваш дом, может быть, усмирить, может не позволить вашему мужу, то есть жить умом своей матери, потому что это тоже очень страшно, когда мужчина не самостоятельный, то проведите этот ритуал. И через некоторое время ваша свекровь от вас отстанет. Либо она начнет менять свою политику, видя, что не действуют ее слова, либо просто отстанет и перестанет вмешиваться в вашу жизнь, просто у вас будут такие официальные отношения. Напрямую в конфликт со свекровью вступать глупо. Конечно, нужно иногда показать зубы, иногда ставить на место, иногда говорить, что в конце концов это мой муж, и я тоже могу сказать свое слово. Но вот напрямую вступать в конфликт со свекровью – это нарушить мир в семье. Знаете, за что мужчины благодарны своим женам в основном? За спокойную жизнь. Если жена по-хитрому разрулила эту ситуацию, то мужчина ей благодарен. Особенно если у него очень сложная, очень противоречивая мать. И с ней не просто ладить. И поверьте мне, вот
не любят мужчины трудности, особенно какие-то трудные ситуации в семье, конфликтные, они не умеют их решать. Это мы можем решить, говорить, мы можем хоть проклинать, заплакать, я не знаю, привести друг друга в чувство. А мужчина от этого устает. Ему постоянные конфликты и дергания, когда мать дергает в эту сторону, жена в другую сторону, ему так может надоесть, что он просто уйдет от вас двоих. Как быть, если свекровь вмешивается? Все время ей нужны деньги, ей нужно внимание. Я знаю даже такие случаи, когда в 2 часа ночи свекровь прям без стука в дверь, вот знаете, так беспардонно заходила в спальню молодых, там якобы что-то забыла на столе у них. Ой, я там сейчас свет включу, возьму, и одним глазком посмотреть, как они там спят, что там происходит и так далее. Есть такие даже ненормальные ситуации, когда ты понимаешь, что она ревнует сына к тебе, или она, а бывают моменты, когда муж ругает жену, и жена невзначай просто бросила такой мимолетный взгляд на свекровь и увидела, как она довольно сидит, улыбается. То есть есть даже такие ненормальные свекрови, которым нравится, когда их сын поднимает руку на жену, издевается. То есть им кажется, что в их жизни главной женщиной должна быть только она. А жена должна быть, такая вот прислуга. Принеси, отнеси, закрой рот и так далее. Чаще всего так поступают женщины, которых самих не любили, которые сами были в рабстве у своих свекровей. Они отрываются по полной программе на своих снохах. Это часто бывает. Кто, как говорят, кто не был счастлив, то других счастливым не сделает. Хотя я с этим не согласна. Есть очень мудрые женщины, которые сами пройдя трудность жизни, очень такую благоприятную обстановку создают в семье сына. Но это мудрые женщины. А мы видим, что мудрость женщин – редкий дар в нашем 21 веке. И вот как сделать так, чтобы свекровь бескровно отошла в сторону и оставила вас в покое? Чтобы не пыталась вас развести, чтобы не настраивала сына. Одним словом, ушла с вашей дороги. Время от времени делайте этот ритуал. Распечатайте фотографию свекрови. Найдите могильник, траву, закажите. И черную восковую свечу. Нужно начитать 13 раз. Последний раз, когда будете читать, то есть завершите заговор. Сначала, нужно зажечь могильник, окурить эту траву, зажечь свечу, читать 13 раз. И при последнем чтении берете ее фотографию и сжигаете вот в этой емкости вместе с могильником. Перемешивается это все. Ждете, пока остынет. Тушите свечу, огарок свечи. Тушите, нельзя дуть. И вместе со всем этим, пересыпая вот это все в черную материю, узелком, нужно, завязать узелками, вынести, оставить под деревом, кинуть 13 монет и говорит: откупаюсь, и отныне я над тобой управитель. Отвернуться и уйти. Над тобой ее имя говорите, называйте ее имя. Она успокоится, она вам подчинится, она перестанет вам чинить препятствия. Если ваша свекровь с крутым нравом, значит, время от времени это повторяйте. Обычно это хватает надолго. Я знаю такие случаи, когда золотые украшения жены свекровь взяла к себе на хранение и не отдавала до конца жизни. Мол, ты потеряешь, нехер, пусть у меня лежат. И всякие такие чудеса. Так вот, последние случаи расскажу с этим ритуалом связаны, когда свекровь отдала дополнительные ключи своей дочери, то есть сына попросила дубликат, сын подчинился, естественно, мол, пускай будут у сестры, мало ли, что случится, зайти не сможем, не знаю, что там должно случиться, но мало ли. Вот, и когда она замечала, что у них, там, где хранились деньги, у них начали пропадать деньги. Она боялась это озвучить, говорить, потому как обвинишь заловку в воровстве. Потом уже начали пропадать золотые вещи. Потом она начала замечать, что в их отсутствии дома кто-то был. То есть кто-то рылся, что-то там смотрели. Интимные свои там
Супруги все-таки хранят какие-то свои интимные вещи. Там лезли, смотрели, понимаете? И в конце концов ей это надоело. И она говорит, либо мне скандалить, просто собрать вещи и уйти, потому что муж мне не верит, либо не знаю, что делать. И вот когда после того, как она это провела, значит, муж пришел с работы, позвонил матери, сказал, я меняю замки и ключи никому не даю, потому что я так подумал, это ненормально, чтобы чужие люди здесь ходили, даже если это моя родная сестра, у нее свой дом есть. Я же к ней не хожу, в дом не проверяю. Я так подумал, как-то меня это начинает уже злить. В общем, может быть, он сам заметил эту кражу, осознал. Может быть, но видите, обстоятельства так случились, что он сам к этому пришел, без скандала, без ничего. Она говорит, я даже ради притворства, так, ради вежливости пыталась отговорить, он еще на нее наорал, мол, не твое дело, я уже устал идти у них на поводу, они меня достали, хватит, у меня своя жизнь, своя семья. И после этого как-то даже отношения там ухудшились, они меньше начали видеться. Но это все прекратилось, понимаете? Так что вот проведите. Проведите так, по-хитрому это все, чтобы вроде бы все само собой получилось. Управляя вот этим всем, понимаете, процессом. Это самый правильный выход из ситуации. Потому что напрямую, как говорят, не пойман, не вор, обвинить, лишние разговоры, сплетни, ненависть, злость и прочее. Это все вам не нужно. Тем более, что такие люди как раз этого и ждут. Начнем. Значит, могильник, черная свеча, потому что могильник – это такая трава, проводник в мир теней, и с могильником быстрее получается такая работа. И его фотография. Как все это сделать, я вам объяснила. Читать нужно ночью. А вынести можете все на следующий день. Зашла я в эту семью, как волк заходит в стадо, как лиса заходит в курятник. Куры, бойтесь лисы, овцы, бойтесь волка, а моя свекровь, бойся меня. Свекровка-чертовка, да отнимется твой язык, да вернутся тебе твои проклятия. Овца волку не начальник, а ты надо мной не правитель. А это я, твой управитель, твой сын мой муж. Он уже мой, а ты колом стой. Столбом становись, смирись, отступись, остановись. Язык твой меня, если проклянет, грудь твоя меня пусть благословит. Цыть, свекровь, я главная. Умолкни, не смей кричать. Тут я госпожа, тут только моя власть. Мы дочери Евы, и ты, и я. Но я дочь ее, любимая. Я главнее, я важнее, я сильнее. Сиди, молчи. Тебе молчать, а мне кричать. Здесь моя власть. Заклято. Вот так вот. Причем говорите прям таким тоном приказным. Не кричите, конечно, но такие четкие, ясные слова, как металлом бьете. Еще раз читаю. Зашла я в эту семью, как волк заходит в стадо, как лиса заходит в курятник. Куры, бойтесь лисы, овцы, бойтесь волка. Моя свекровь, бойся меня. Свекровка, чертовка, да отнимется твой язык, да вернутся тебе твои проклятия. Овца волку не начальник, а ты надо мной не правитель. А это я твой управитель. Твой сын мой муж, он уже мой. А ты колом стой, столбом становись, смирись, отступись, остановись. Язык твой меня, если проклянет, грудь твоя меня пусть благословит. Цыть, свекровь, я главная, умолкни, не смей кричать. Тут я госпожа, тут только моя власть. Мы дочери Евы, и ты, и я. Но я дочь ее, любимая. Я главнее, я важнее, я сильнее. Сиди, молчи. Тебе молчать, а мне кричать. Здесь моя власть, заклята. Или заклинаю. Ключ один и тот же. Остальное я вам сказала. А результат вы увидите просто очень скоро. Что это тут, сверкая, летит? Чья-то свекровь с того света протестует. Удачи вам, снохи, в этой нелегкой войне.